Привет, гитаристы! Хочу поделиться с вами своим опытом игры на гитаре. Первый урок мы посвятим начинающим и всем тем, кто совсем недавно взял гитару в руки. Устройство гитары. Гитара состоит из двух основных частей. Это дека и это гриф. Гриф состоит из самого грифа и из головки грифа. На головке грифа установлены колки. В колки мы вставляем струны, и с помощью колков мы настраиваем гитару. На грифе установлены железные порожки, их называют ладами. Расстояние между ладами также называется ладами. И именно на них мы будем ставить пальцы, и именно о них мы будем с вами разговаривать. Также на грифе есть нулевой порожек или нулевой лад. На большинстве гитар устанавливают белые точки. Это точки для удобства ориентирования. У меня они установлены только сверху. С этой стороны, к сожалению, не поставили. Ну или, может, к счастью. Точки устанавливаются на 3, 5, 7, 9 и 12 ладах. И так далее. Дека состоит из верхней деки, нижней деки, обечайки, струнодержателя и розетки. Из розетки мы, собственно, и слышим звук, который извлекаем на гитаре. Некоторые гитары комплектуются темброблоками. Темброблок позволяет вам включать гитару в линию, в комбик или еще куда-либо для того, чтобы напрямую получать сигнал, не с микрофона. Итак, начнем с настройки. Так как играть на ненастроенном инструменте я вам крайне не рекомендую. Если вы не умеете настраивать гитару, посмотрите мое отдельное видео, которое я записал специально по этой теме. Ну а если вы не хотите его смотреть, то давайте попробуем настроиться так. Первая струна, самая высокая. Самая высокая не потому, что она находится высоко относительно земли, а потому что она издает высокий звук. Первая струна ми. Вторая струна си. Третья струна – соль. Четвертая струна – ре. Пятая струна – ля. И шестая струна – ми. Название струн желательно запомнить. Многих интересует вопрос, чем же лучше учиться играть, пальцами или медиатором? Однозначного ответа на этот вопрос не существует, потому что все зависит от конкретной задачи, от конкретного произведения, от стиля музыки, от ваших предпочтений и тому подобного. Поэтому существует 3 основных способа игры на гитаре. Это пальцевый стиль, это игра медиатором и смесь пальцев и медиатора. Играю пальцем. При игре медиатором мы слышим звон высоких частот, мы слышим чёс медиатора по струнам, что требуется в популярной музыке, в эстрадной музыке, когда у вас сидит целый бэнд, барабаны, бас, низы не так нужны, их срезают, а остается звон вот этих высоких частот. Но чаще всего игру медиатором на акустической гитаре используют именно вот для таких вот вещей. Кантри, популярная музыка, игра в бенде. Пальцами играют в стиле фингерстайл, боссанова, джаз, бардовские песни, когда вам не требуется целый ансамбль, а вы сами можете зазвучать как ансамбль. Перейдем к постановке. Гитару можно держать на правой ноге, более эстрадная постановка или дворовая. Гитару можно держать на левой ноге, это более классическая постановка. Также играть можно стоя, как вам удобнее. Мне, например, удобнее играть на правой ноге. И я буду объяснять так, как удобно мне. Вот моя правая рука. Вот моя левая рука. Пальцы правой руки обозначаются буквами. Пальцы левой руки обозначаются цифрами. Большой палец левой руки обозначается буквой. Также у меня есть медиатор. В таблатуре он имеет свои обозначения. Таблатура – это схематическое изображение грифа на бумаге, где струны изображаются линеечками, а цифры обозначают лады, на которых зажимать пальцы. Также есть схема аккордов. Там есть струны, есть лады, но точками обозначается, куда вам нажимать. Постановка правой руки. Я хочу ее разделить на 3 момента. Момент первый – это точка на вашем предплечье. Этой точкой мы будем упираться в край нашей деки. Момент второй – это запястье. Представьте, что ваше запястье – это голова страуса, змейки или гуся. Пусть у нас гусь будет. Это голова гуся. В общем, смысл в чем? Головой гуся мы вращаем вправо и влево. При этом мы не задействуем плечо, мы вращаем только предплечье. Руку мы не напрягаем, бицуху не напрягаем совсем.
И не напрягаем даже предплечья. Короче, мышцы у нас должны быть расслаблены. Голова гуся ходит вправо-влево. И момент третий, один из самых главных. В голове этого гуся, то есть в руке у нас. Представьте, что у нас тут шарик, мячик или помидор или яйцо. Вот. Здесь будет у нас яйцо гуся. Короче, гусь, во рту у которого яйцо. И теперь вот эту всю конструкцию, голову гуся с яйцом и ваше предплечье ставим на опорную точку на край деки, примерно в районе струнодержателя. Ну, я ставлю чуть-чуть правее, мне так просто удобнее, у меня гитара такая. Я не знаю, какая у вас гитара, не знаю, какая у вас рука, поэтому это все индивидуально. Вы должны сами сделать так, чтобы у вас рука просто не напрягалась. Ставили, плечо не напрягается, мышцы не зажаты. Предплечье на опорной точке, голова гуся вращается, в руке яичко, ставим руку на струны. Вот это опорная позиция у нас будет. Она более классическая, но так как стили перемешиваются, вам пригодится и она, и другая постановка. Начнем мы, естественно, с нее учиться, потому что есть еще эстрадная с установкой руки на струнодержатель. Там нужно будет глушить струны, это сложнее, поэтому сейчас мы не будем ее трогать. Чуть-чуть попозже к ней вернемся в следующих уроках. Итак, большой палец отвечает за басовые струны. 6-я, 5-я и 4-я струна находятся в юрисдикции нашего большого пальца. Остальные пальцы, то есть указательный, средний и безымянный, обслуживают 3 верхние струны. Это 3-я, 2-я и 1-я струна. Существует 2 основных способа извлечения звука на гитаре. Первое – это сквозное звукоизвлечение, и второе – это с остановкой на следующей струне. Названия они берут из классики. Сквозное звукоизвлечение называется тиранда, а звукоизвлечение с остановкой на следующей струне называется апаянда. Извлечение звука начнем с большого пальца. Для этого разделим извлечение на 3 момента. Момент первый – это касание струны. Докоснулись до струны, рука в нашем положении. Следующий момент – натяжение. Натянем струну под большим пальцем, то есть окажем небольшое давление. Докоснулись, оказали давление, вот видите, оно мне чуть подгибается под пальцем. И момент третий – это извлечение звука. Еще раз попробуем. Касание, натяжение и извлечение звука. Я касаюсь краешком большого пальца. Именно вот здесь вот. Потому что если вы будете касаться всем большим пальцем, то может произойти перенатяжение и вот такая вот штука. Вам нужно научиться контролировать динамику. Только контроль динамики приведет к хорошей классной игре. Далее, большой палец обслуживает еще и 5-ю и 4-ю струну. Попробуем сделать то же самое. Докоснемся до 5-й струны, натянем ее и извлечем звук. Еще раз. Касаемся, натягиваем и извлекаем звук. То же самое у нас будет с 4-й струной. Касаемся, натягиваем, извлекаем звук. Сейчас все эти 3 момента объединим в один. Просто извлечение звука. Поехали. Еще раз. И еще раз. Итак, мы подошли к нашему первому упражнению. Это будет сквозное звукоизвлечение большим пальцем на басовых струнах. 6-я, 5-я, 4-я. Поехали. Закончили. Следующее упражнение будет прием апаянда, то есть мы оставляем палец на соседней струне. Попробуем. Закончим. Теперь перейдем к верхним струнам. Напомню, что первый палец играет по 3-й струне, средний палец у нас играет по 2-й струне и безымянный палец играет по 3-й струне. Приемы аналогичные, только на верхних струнах.
Теперь перейдем к следующему упражнению. Попробуем играть 3 верхние струны одновременно. Указательным, средним и безымянным пальцем. Поехали. Сейчас попробуем соединить бас и 3 верхние струны. Играем поочередно. Сначала бас, затем 3 струны.